А в этом выпуске мы впервые голосовали в Аргентине. Я изучил ярмарку и сравнил цены, побывали на национальном празднике и насладились красотой премиального района в целом. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Вот так вот мы и дожили до глубокой осени. Сейчас уже середина мая. Сегодня будет что-то новое для нас, потому что мы идем на выборы. Выборы в законодательное собрание города Буэнос-Айрес. И я имею право голосовать уже, а Даша обязана голосовать уже, потому что Даша уже гражданка Аргентины. То есть здесь это прям на уровне обязательства, и даже могут какой-то штраф впаять, если ты не проголосовал. Вот поэтому, как говорил классик, я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест. Погнали голосовать. А, кстати, насчет фразы классика. Все 2 дня идут голосования, но при этом все 2 дня в супермаркетах не продают алкоголь. Видимо, они взяли эту песню как рекомендацию. Ну и все, народ действительно идет. Прям людей много. Вот. Но очень похоже, на самом деле, на наше голосование. Не знаю, можно ли будет снимать внутри. Вот. Но давайте покажу, как снаружи это выглядит. То есть выглядит как школа обычная. И, видимо, как в России также в школах. Все это проходит, здесь тоже. О, тут фамилии. Ну что, выбирай. Кто будет будущее решать? Да. Ну что, ты чувствуешь какой-то груз ответственности на себе? Что ты решаешь судьбу страны, новой для тебя страны? Да, конечно. Не, на самом деле интересно. Первый раз такие прикольные темы, что голосуешь. Я, конечно, голосовала давно в России последний раз. Интересно. Такой прям автомат, все там голосуешь, прикольно. Интересное ощущение. Да, интересно это выглядит, что ты бюллетень засовываешь в автомат, который печатает, ну типа как принтер, на котором все кандидаты нарисованы, прописаны, и прям печатается на бюллетене, не просто крестик ставишь. Вот. Я не знаю, спасает ли это там, ну это является ли это какой-то дополнительной защитой и гарантией не подделки. Вот. Но, по крайней мере, мы все видели, как в Аргентине действительно проходят выборы. И, ну, сомнений нет на самом деле, что они честные, потому что такое бывает, выпадает. Ну, как с Милеем получилось. Никто не ожидал, а вот. А еще в Буэнос-Айресе есть такая интересная штука, как ярмарки. И эти ярмарки, они передвигаются по районам. Ну, у них есть какие-то локации, в которых они встают в разные дни недели, они в разных местах. И вот по воскресеньям есть ярмарка недалеко от нас. Для этого перекрывают улицу. Вот так вот. И туда заезжают прям целые эти палатки и вагончики. Не знаю на самом деле, насколько там качественные продукты. Не знаю, что с ценами. Ну, значит, это повод посмотреть. Hola, ¿qué vale ribs de cerdo? ¿De cerdo? Sí. Tengo bife de cerdo, machambrito, solomillo. ¿Qué precio? ¿Precios? ¿De pechito puede ser? Son Pechito, 8.800 el kilo tengo.
¿Parte de manta o parte de cuchara? Ribs de cerdo 8.000 por kilo. 8.800 kilos. А, Traigo parte de manta, todo carne o Ajá. parte de costillar, así, tipo así. ну вот давайте сравню по яйцам. 30 яиц 8000. И вот 8500. И большие 9000. Но на самом деле есть тут магазинчики, специализирующиеся на яйцах, где они стоят, ну, 8000 также, наверное, сейчас. Уже дешевле редко встретишь. Но рибс де сердо, как это? Свиные ребра. Свиные ребра за 8800 как будто бы дороговато, потому что что-то, по-моему, за 4500 я беру килограмм. Да. Также вот какие-то овощи, фрукты. Что там? Рыбные изделия. Оля. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ну, все понятно, ребят. Короче, мидии 5000 за четверть, за 250 грамм. 5000 песо стоит. Я беру килограмм за 10 тысяч. Ну, короче, в 2 раза дешевле беру в код по акции. В общем, в целом понятно. Слушайте, тем не менее, во всех вот этих магазинчиках, во всех рыночках всегда есть люди. Я не знаю, то ли тут народ просто перестал вообще смотреть на цены и ориентироваться, то ли тут какой-то другой стимул есть сюда ходить. Может быть, это, не знаю, традиция или формат досуга. Не знаю. Вот. Но по ценам я вам сказал, то есть где-то в 1,5-2 раза все дороже, чем в супермаркете Кота. Вот так. Ну вот смотрите, на примере магазина Рес. Это сеть магазинов с хорошим качественным мясом. Это не дешевые лавки. Ну, как бы там прайс чуть выше, чем обычно, чуть выше среднего. Но там всегда очень хорошее мясо. Вот. В общем, на примере магазина Рес свиные ребра 8000 песо стоят. А там, по-моему, 8800, да, я говорил. Ну, то есть на ярмарке даже дороже, чем в таком хорошем магазине. Вот. А если поискать, например, в супермаркетах или в лавках подешевле, ну да, где-то и будет, наверное, там 5000 стоить. Короче, вот такое ценообразование в Аргентине. Непонятно, что один и тот же продукт, одна и та же вещь за углом может стоить в 2 раза дешевле. Или дороже. Непредсказуемо. Теперь идем в мой избирательный участок, только я не знаю, где он точно находится, потому что портал, где бы это можно было посмотреть, он, видимо, все слетел, и он не загружается, и мы просто идем, ну, типа, по памяти. Вот. Может быть, найдем. Вот. А пока идем, идти нам примерно час, что-то уже и есть захотелось. И в итоге вот впервые, кстати, за все время, что мы в Аргентине, впервые зашел в сеть Мостаза. Это горчица переводится. Очень похоже на Макдональдс, такой местный Макдональдс. Давайте обзор сделаю, распаковочку. В общем, трубочки здесь бумажные, а не пластиковые. Сок апельсиновый, очень вкусный. Вот такая картошка маленькая. Детский размерчик. Нормально. Не соленая, правда. Ну и, собственно, сам бургер. Я думал, честно говоря, он больше. На картинке он выглядит значительно больше. Не понял. Подожди. Короче, это ожидание и реальность. Вот здесь котлетка тоненькая, и вот тут тоненький-тоненький бекончик. А вот так это выглядит на картинке в меню. Забавно. Ну, давайте пробовать. Обычно.
Ну, честно говоря, не очень. Котлеты не сочные. Ну, как в Макдональдсе всегда бывает. Вообще, на самом деле, здесь лучше бургеры брать в бургерных каких-то локальных, а не в сетевых. Вот. Но там будут они пышные, с мясом, вот. Ну и подороже. Ну и вкуснее. Ну это так, на бегу перекусить. Ну, в общем, вот так вот. Но мы уже больше часа идем пешком. У нас уже Тея поспала, проснулась. И вот мы, проходя мимо какой-то детской площадки, решили Теону выгулить немножко, а то скоро она нам задаст. Надо, чтобы она немножко сил потратила. Мой пункт голосования находится рядом со стадионом Монументаль. И напротив Монументаля есть небольшой райончик. Мне прям он безумно нравится. Это район с особнячками, с тихими улочками. Насколько я знаю, этот район перекрывают во время матчей. А в обычное время там можно спокойно погулять. Очень красивые домики. Вот. И мы как раз на детской площадке остановились именно в этом районе. Но продолжаем путь, идти надо. Вот мы уже где-то недалеко. Кстати, за мной тот самый стадион Монументаль команды River Plate. Самый большой стадион в Аргентине. Да и вообще, сами подумайте, 86 тысяч вместимость. Но он входит на самом деле в топ самых больших стадионов мира. В каждой аудитории отдельный пункт голосования. Вот у меня стол 10330, и вот целый отдельный кабинет под это дело выделен. Нас охрана проводила аж на лифте, потому что с коляской. Ну, в общем, забота. Дашуля, давай мой ДНИ. Все, пойду совершать подвиг. У меня процесс тот же. Пускаем. Ну вот и все. Вернули ДНИ, какой-то чек. Видимо, что мой голос посчитан и учтен. Все, дело сделано. А теперь праздник. Вот говорю, устойчивая какая-то ассоциация, что обязательно после этого должен быть какой-то стол с оливьешкой, там бутылочка, вся семья. Не знаю, у меня, вот я прям маме написал, спросила, она говорит, ну не было у нас такого, не знаю. Вот, типа, это было на другие праздники какие-то, но точно не на день выборов. Вот, ну, раз душа просит, сделаем оливье. Вот, а так вообще, конечно, день наконец-то солнечный, и хотя бы мы погуляли. Вот, короче, хорошее воскресенье. И вот вы спросите меня, а как ты выбрал, за кого отдать свой голос? А я вам отвечу. Сегодня с утра в телеграм-каналах, ну или, я так понимаю, новостные каналы, редакции сделали обзор кандидатов, описали их характеристики, за какие идеи они, что хотят сделать. И, собственно, на основании этого я и выбирал. Ну, например, был кандидат, который, он больше за социальную справедливость, социальное равенство, в общем, перонист. И, например, мне это вообще не откликается. Я ни в коем случае не за социальную справедливость.
Вот. Я за экономическое развитие. И развитие малого бизнеса, и среднего бизнеса, и вообще бизнеса. Вот. Поэтому с точки зрения бизнеса я против социальной справедливости. Вот. Тут очень много ранее было направлено на поддержание всяких социальных выплат, бесплатной медицины для всех, бесплатной учебы для всех. И не бывает же бесплатного. То есть кто-то за это платит. А кто платит? Платит бизнес. И бизнес здесь действительно очень сложно вести. Здесь даже нанять сотрудников довольно... нанять-то можно, уволить сложно. И даже есть тут отдельная такая история, как социальный, точнее, трудовой терроризм. Когда работник приходит, устраивается на работу, и после прохождения испытательного срока он просто терроризирует компанию. Он не выходит на работу, он может там раньше уходить. В общем, его уволить невозможно. Точнее, возможно, но с огромными штрафами и выплатами. Вот, поэтому ведут себя они, конечно, здесь очень вольготно. Короче говоря, хочется, чтобы Аргентина стала сильной, встала на ноги. И те, кто действительно что-то создает, делает какое-то дело, чтобы это и воздавалось. А те, кто привык сидеть и ждать подачки от государства и жить на соцвыплаты, ребят, вам пора что-то менять. Вот, да, может быть, там переквалификации, профобучение и так далее. Надо делать. Но они же не ходят никуда, они не хотят. Короче, с Аргентиной все будет хорошо. Мы свои 2 голоса за это отдали, по крайней мере. Так, ребят, последние новости. Значит, у меня тут пришли документы, 3 документа. Я их закидываю в чат GPT для перевода и зачитываю. Так. Ты тоже рада, да? Постановляю, пишет судья, признать Александра Сивкова, родившегося, в свой день рождения, сына Владимира Сивкова и Марии Сивковой, признать гражданином Аргентины. Так что все, сегодня, 20 мая, я становлюсь гражданином Аргентины! Все, семья радована вообще. Итого, во-первых, последние полгода мое дело просто лежало на подписи у судьи. Уже было решение прокурора, все было просто полгода. А вообще весь этот процесс занял год и месяц. Вот так вот. Так что все, дальше только формальности. Hola, buen día, señoras y señores. Hoy está Día de la Patria y nosotros vamos a la feria en Recoleta. А теперь для всей моей русскоязычной аудитории сегодня день революции в Аргентине. И в 1810 году Аргентина свергла испанское правительство и стала независимым государством. Вот. Этот день отмечается и до сих пор. В этот день проводятся ярмарки. На одну из них мы идем сейчас. И хочется посмотреть не только культурную программу и впитать еще немножко этот культурный код, но и попробовать блюдо, которое готовится 2 раза в год на этот день и еще на какой-то. Называется он локро. Локро — это такой даже не как суп, а что-то гуще, такая похлебка с бобовыми, с какой-то кукурузой, с мясом нескольких видов. Вот, в общем, хочется застать это блюдо, потому что в испанском слово сопа есть, а как блюдо супа вообще нигде не найти. Вот единственный день в году. Ну и вообще выйти куда-нибудь погулять. План такой. Но прежде чем пойти на ярмарку, у нас была задача усыпить малыша. Потому что она, конечно, дала нам прожарку просто в автобусе.
Мы вышли на 2 остановки раньше, чтобы просто прогуляться и немножко ее успокоить. Но в итоге 5 минут, все, спит. Народу пресс, конечно, очень много, и здесь ничего, кроме еды, нету, то есть все пришли реально поесть. Вот, еда всевозможная, разная, но фишка, конечно, это локра, но хотя стоят вообще во все лавки, и сэндвичи, и все остальное. Вижу, что локра начинается вот в этом вагончике. В смысле, раздают, и очередь начинается вот оттуда и вот туда. Ну, в общем, по свежим ценам локра стоит 15 тысяч за порцию, а чорипан в целом в среднем 1009. Вот, чорипан — это такой хот-дог с не просто с сосиской, а с такой купатой, с рубленым мясом. Ну и там с всякими топпингами. Вот. И самое главное, что очереди длиннющие просто. И, конечно, я за едой не буду стоять час там в очереди. Посмотрели и хватит. Вот. Но, увы, вот. У меня нет желания стоять час за супом. Вот. Поэтому поверим на слово вкусу аргентинцев, что, наверное, это вкусно, раз так много народу. Вот. И вот народ еще сидит, отдыхает. Вот. Вот машут руками, все радостные, довольные, сытые, наверное. Вот. А мы пойдем погуляем здесь где-нибудь в центре по приятным улочкам. Есть такой хороший райончик со всякими посольствами и тихими улочками. А чуть южнее от Авениды Либертадор, рядом с Реколетой, находится район, по-моему, называется Палермо-Чико. Здесь находятся различные посольства разных стран. Вот мы прошли посольство Индонезии, посольство Греции и что-то связанное с Мексикой. И это все в красивейших особнячках, друг к дружке вот так поставленных. Стриженные газончики, деревца. Ну, лепота.